Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Сергей, и я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня я хочу сделать простой червячный редуктор для моего универсального кантователя, над которым я сейчас работаю. Конечно, можно обойтись и без редуктора, но я работаю один и думаю, что с ним будет намного удобнее. И тут есть несколько вариантов, как приспособить сюда редуктор. И самый простой – это использовать готовые редукторы. Например, можно использовать готовый червячный редуктор или червячную пару от него отдельно. Или можно использовать вот такую червячную лебедку в качестве основы. Тоже использовать в нее червячную пару. Но для моих задач оба этих варианта неоправданно дороги. Остается самый простой и очевидный для меня вариант. Сделать самому. Порылся у себя в гараже и нашел такие вещи. Старая клапанная пружина от какого-то мотора. Более-менее подходящий по размеру валик. Кусочек трубы 60 на 60. Подаренный мне кусочек капролона. И вот такой обрезочек четверки. Но в первую очередь нам понадобится чертеж. Итак, чертежи готовы. Кому интересно, можете их рассмотреть подробнее, а я их чуть-чуть прокомментирую. Я выбрал передатчик соотношения 35 к 1. Диаметр прутка вот этой пружины 4 мм, а расстояние между витками 5. Получается шаг вот этой спирали 9 мм. Умножаем вот эти 9 мм на 35 зубьев и, исходя из получившейся длины окружности, находим средний диаметр шестерни. Добавляем высоту зуба и получаем диаметр шестерни наружный 104,3 мм. Ну а теперь за работу. Надеюсь, у меня все получится, а вам я пожелаю приятного просмотра. Получилось похоже, не правда ли? Отрезаем от пружины крайние витки. На них сбивается шаг спирали, и это нам будет мешать. Одеваем пружинку на вал и аккуратно подвариваем. Варить надо, что называется, под корень витков, чтобы сварка не мешала шестерне. Получился вот такой червячный валик. Из листа толщиной 4 мм делаем заготовку под шестерню. В центре нам понадобится отверстие подвала. Сделаю его с помощью моей балеринки по металлу.
А сейчас коронный номер. Нарезание зубьев болгаркой. Как говорит Игорь Негода, мы топим за безопасность. И поэтому у нас есть болгарка с защитным кожухом, 2 супер струбцины, несколько подкладочек, капролоновая втулочка и самое главное, вот этот болт, которым болгарка притянута к столу. И на самом деле она просто непоколебима. Я трясу весь стол. Так что работы будут выполняться безопасно. А теперь к чему все эти сложности? Угол наклона вот этой спирали на валу 5 градусов. И мне на шестерне нужно передать такой же угол. То я его выставил. Собственно говоря, из-за этого весь сыр-бор. Шестерня готова, и в ход идет труба 60 на 60. Делаем корпус редуктора. Теперь нам в этой трубе нужно просверлить 2 отверстия. С одной стороны 25 мм, с другой 35. Для отверстия 25 мм я буду использовать вот такую вот фрезу с хвостовиком Weldon 19. Но у меня сделан самодельный переходник под патрон. А коронки на 35 мм у меня нету. Поэтому я буду использовать свою балеринку по металлу. Получился вот такой корпус. В 2 сделанных отверстия будут вставлены втулки для вала. Вот они на чертеже, первая и вторая. Сделаю их из капролона. Получились вот такие втулочки. И теперь можно собрать эту конструкцию. Все зашло плотненько. И вот получился червячок. Все сделано с упором вот в эту сторону. И теперь вот эту последнюю шайбу надо здесь зафиксировать. Сделаем сюда крышечку на винтиках, чтобы это все не разобралось. Крышечку я сделаю из трубы шириной 60 мм. Coming? Come on, baby. Oh, I ain't got time to change your mind, 'cause the bus is a humming. Are you staying? Are you coming? Yeah.
Люфтов нет. Все, вращается свободно. Все, можно собирать редуктор. Устанавливать его на стойку. Сделал еще вот такие пропилы под шестерню. Вот они на чертеже здесь обозначены. Все, теперь можно устанавливать. Редуктор практически готов, но есть один маленький нюанс. Здесь на валу у меня наварена вот такая пластина, которая играет роль шлицов, сточных на валу. И в шестерне мне нужно сделать ответные части, наварить два вот этих недостающих сектора, чтобы шестерня на валу не проворачивалась. Получилась вот такая красота. Но теперь нам нужно какое-то вертело. Рукоятка. Порылся у себя в закромах и нашел вот такую рукоятку. Это ручка от домкрата, которую я использую в механизме подъема своего сварочного стола. Здесь я просверлил отверстие. А с торца просверлил отверстие и нарезал резьбу вот под такой стопорный винтик. Вставляем ручку и фиксируем ее. А дополнить картину вот такой противовес. Я для него нарезал резьбу. Вот так поворачиваем. Вот и все, редуктор готов. Конечно, для механизма с большой нагрузкой такой червячный редуктор не подойдет. Это связано с большим коэффициентом трения, возникающим в этом зацеплении. Но это свойственно и для всех остальных червячных редукторов. Это является одним из них недостатков. И в том числе поэтому их применение в технике несколько ограничено. Но для моих задач, я думаю, это в самый раз. Больших нагрузок при переворачивании автомобиля быть не должно, поскольку автомобиль балансируется или двигатель таким образом, чтобы центр массы лежал на оси вращения. По аналогии, примерно как вот с таким вот стедикамом. Здесь стоят маленькие моторчики, а вращать он может даже большую камеру. За счет того, что она будет хорошо сбалансирована. Ну а на сегодня у меня на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео вам понравилось. Поддерживайте его лайками, подписывайтесь на канал и следите за дальнейшим развитием событий. Всем удачи, пока. И главное, берегите себя.